Дум-дум, всем чао-чао. Меня зовут Кичигин Эдуард, и снова про одноточную перспективу я немножко расскажу. И расскажу про то, каким образом работают вот такие игры с пространством на вашу пользу, для того, чтобы вы развивались, для того, чтобы интенсивнее происходило осмысление объемно-пространственной композиции у вас в голове. Это как шахматы, как может кроссворд. Ну, это как тренировки. То есть не все рабочка, не все такое думание о проектах, а немножко творческой истории. Это никому не мешает, а только, я думаю, что на пользу. И у меня странный этот держатель для микрофона, да. Я на проекте, ну, на выезде и справляюсь как могу. Там еще, вон, музыкальный инструмент. Подойти к нему, что ли, помузицировать. В общем, вот. Такая история. Это одноточечная перспектива. И что я думаю об этом? Думаю я вот такую вот штуку. Если вы, упражняете себя и делаете регулярные тренировки, вот, например, в таком духе, создаете линию горизонта, и это ваша точка отсчета. С этого всего начинается. И ставите на линии горизонта точку, и из нее раскидываете в разные стороны лучи. То тогда вы можете строить вот это вот пространство. Смотрите, у меня по этой картинке точно есть видеоурок где-то в моих видосах. Ну, то есть нужно посмотреть у меня на канале, там все видосы, и пройтись вниз. Вы наверняка найдете вот эту вот картинку. Я, по-моему, рисовал, когда, да, в Италии, в Пезаро, и я там сижу и радостно это все проговариваю. Ну, в Пезаро я рисовал очень много, потому что у меня вот такая большая итальянская история. Сейчас я сижу в России, но если вам интересно то, что происходило в Пезаро, то смотрите мои видосы, там весело. Вот, и моя техника скетчинга, она вот на этой итальянской истории построена. Ну и на тех практиках, которые я там видел и которые, сам использовал. Поэтому берите, используйте. Вот. И что происходит дальше? Например, мы раскидываем вот эти линии. Они идут туда, туда, туда. И в итоге мы можем строить пространство. Вот, например, обратите внимание на эту линию. Вот эти линии, которые ходят в одну точку, и они ограничивают пространство вот этой дорожки. Я нарисовал эти линии, зафиксировал это пространство, и теперь я могу от него развивать ситуацию объемно-пространственной композиции, направляя, например, плоскости вниз, как вы видите вот здесь. Линия вниз и линия в центр. И получилось вот такой вот перепад высот. Потом этот перепад высот я могу радостно сгладить, направив историю с лестницами под углом. То же самое, например, но чуть сложнее я делаю вот с этой стороной. Все линии, которые формируют мои плоскости, они сходятся в одной точке и расходятся подобно лучам. То же самое происходит, например, со стеной, с домиками. Вот таким образом создаются направляющие, и потом от них я уже рисую вот всю эту историю и с домиками, и с лестницей. Домики на заднем плане тоже сходятся в одну эту точку. И получается, что вы создаете такой мир, которого не было, и делаете вот эту вот историю как игру, как тренировку, как развлечение, такое специфическое именно для архитектора и ландшафтного архитектора. Это же, прекрасно, да. Вот здесь история с крышами у меня не дорисована, она тоже подчиняется всей этой идее. То есть вот здесь фрагмент крыши, он тоже будет сходиться туда, в точку. И здесь нужно подрисовать. Окей, так будет правильно. Вот этот домик, он тоже идет туда. Все диагональные линии
они направлены в единую точку схода, все горизонтальные, все вертикальные. Ну и вот это суть, эссенция вот такого рисования в одноточной перспективе. Ну и, в принципе, это не просто рисование, это упражнение на развитие пространства. Я довольно часто его делаю и прям всем настоятельно рекомендую. Потому что, мне кажется, это очень классные специфические игры для того, чтобы ваш мозг научился легко и свободно думать о пространстве. Если это проблема, то это, проблема. А вот такие вот игры, которые не обязывают вас ни к чему, вы не делаете проект, вы не делаете там какую-нибудь отчетную историю или историю на результат. Эта история такая творческая, супер творческая, но она геометричная, она пространственная, она про перспективу. И ей, как и другими историями, про которые я рассказываю, можно легко и с удовольствием заниматься в фоне. Вот я сижу, смотрю какой-то, или я смотрю YouTube, или я смотрю там какое-то кино, и вот передо мной вот эта вот история, и я, делаю такую коррекцию, чуть-чуть улучшаю, пока у меня есть время, а потом оставляю это все. Я вот сейчас сижу и думаю, а нормально ли, как вы думаете, нормально ли 2 приема съесть пачку спагетти бариллы, потому что я вот недавно съел полпачки, сварил, и теперь думаю, что хочу еще. И при этом, в общем, я такой худощавый. Немного отвлеклись от темы. Вот, кому интересно. Маркеры не использую. Я их тут держу в надежде на то, что, в общем, я смогу их использовать, но на самом деле нет. А вот это более ходовые штуки. Чернилки Winsor Newton, там сепия, здесь паучок. Вот эти 2 ближние банки, вот это и вот это самое ходовое, самое необходимое. И набор линеров. Я рисую этим линером. Вот мое перо. Вылезай наружу. Это перо-звездочка. Супер рабочий инструмент. Вот. Вот такие вот игры. Вот такие вот полезные штуки. И потом, когда у вас, например, сформировалась вот эта вот структура, можно пойти в тенеобразование. То есть думаете, откуда у меня падает солнце, например, оттуда. И давай штриховать вот эти вот затененные области. И давай прорабатывать, материальность, которая есть у растений. Так вот сидишь и немножко шкрябаешь. Тоже очень кайфовое занятие. Очень классное. Такой специфический момент. И в итоге получается такая стильная пространственная картина. Черно-белая графика. И смотрится эффектно. Особенно, когда таких штук у тебя тут много. Это мой скетчбук. Я постепенно двигаюсь по нему и буду рассказывать, проговаривать там, наверное, каждую из картинок. В общем, вот. И, соответственно, я делаю курс по всем этим типам рисования. Поэтому, в общем, смотрите, скоро выпущу. Будет хорошая штука. Про вот эту вот мою итальянскую школу скетчинга. Вот такой вот подход. И подход, вытащенный из традиции. Не сколько придуманный самим, сколько вытащенный вот как раз из итальянской традиции и прогнанный через практику ландшафтного архитектора. Вот. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И там в описании к видео
много ссылок на всякие плейлисты. Когда выйдет курс, то там будет линк на покупку этого курса. А меня зовут Кичигин Эдуард. Всем чао-чао. Пока.